Привет, меня зовут Евгений, и сегодня я расскажу, как передавать информацию из Gmail в Webhook. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать информацию из Gmail в другие системы. Например, через Webhook вы сможете вести учет ваших писем, всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Gmail. Теперь необходимо указать действие. Выбираем «Загрузить письма». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Gmail к системе Apex Drive. Вводим ваш логин и пароль. Обязательно ставим все галочки доступа. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем «Продолжить». Выбираем папку, из которой мы будем выгружать письма. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. Сейчас в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные, которые мы только что загрузили. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». Настройка источника данных Gmail успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы выбираем Webhook. Далее необходимо указать действие. Выбираем «Отправка данных». Теперь необходимо создать виртуальный аккаунт Webhook в системе Apex Drive. В этом окне вам необходимо URL для отправки данных, на который будут приходить данные из Gmail. Для того, чтобы проверить, как это работает, сгенерируем такой URL в системе Apex Drive. Для этого необходимо будет создать новую связь и в источнике данных выбрать систему Webhook, который предоставит нам URL для приема данных. Копируем URL для приема данных и вставляем его в нашу связь с Gmail. Когда виртуальный аккаунт Webhook создан, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете выбрать тип отправки, а также составить название переменных, которые будут отправляться в систему, которую вы выбрали. Указываем название переменных. После этого, чтобы добавить значение наших переменных, кликните в поле и выберите ее из выпадающего списка. Чтобы появилась еще одна пара значений, кликаем «Добавить». Когда все необходимые поля назначены, кликаем «Продолжить». Теперь вы видите пример данных, которые будут отправляться на указанный Webhook. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Webhook». Переходим в систему, куда мы передаем данные, и проверяем результат. В данном случае мы переходим в систему Apex Drive и подгружаем тестовые данные в источнике. Если вас все устраивает, возвращаемся к настройке связи. На этом этапе настройка приема данных Webhook завершена. Далее необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!